Позади базовый лагерь Эвереста и 11 дней в разряженном горном воздухе. До вылета домой оставалось всего несколько дней, и мне отчаянно хотелось сменить декорации. После горных троп, льда и ветра поехать туда, где жарко, где живут носороги и обезьяны. В джунгли. Кресла в автобусе на самом деле оказались царскими. Честно говоря, до этого момента я даже не слышал о национальном парке Читван или небольшом городе Саурахе. Месте, где носороги выходят из джунглей, чтобы спокойно искупаться в реке. Эту идею мне подсказал наш горный гид. На самом деле, Непал – это не только горы, это еще и джунгли. Весь этот побег в тропике обошелся мне примерно в $200. В эту сумму вошло все. Долгая дорога из Катманду, 2 ночи в уютной гостинице, питание в ресторане и, самое главное, сафари в самом сердце джунглей. Настоящую ценность такого путешествия в деньгах измерить просто невозможно. Мы едем через пригороды Катманду. За окном город, который еще 10 лет назад был другим. Я был здесь 10 лет назад и помню, что в пригороде не было электричества. Да не то, что в пригороде, в городе не было электричества. Тогда в город было не выйти. Все было погружено во тьму. За окнами мелькают дома, мастерские, обычная жизнь. Город остается позади, впереди ждет долгая и очень пыльная дорога. Отсюда и начинается путь в Саураху. Кажется, что всего где-то 250 километров, но это очень долгая дорога. Но за пропитание в дороге можно не переживать. Автобус где-то примерно через час, через полтора останавливается вот в таких вот заведениях, типа кафешках. Ну, довольно-таки прилично, да, и очень вкусный кофе. Дорога займет около 6-7 часов. Большая часть идет до реки. Она то появляется, то исчезает за поворотами. Местами здесь невероятно пыльно. Пыль поднимается облаками и долго висит в воздухе. Видно, что эту дорогу делают, строят. Тут попадаются рабочие, техника, новые участки полотна. В общем, происходит какое-то строительное движение. Возможно, лет через 10, а может быть 15-20, здесь будет проходить ровная, хорошая дорога. А пока этот путь остается таким, каким есть. Очень длинным и очень пыльным. Через 7 часов пути нас встретили на вот такой вот импровизированной станции. Кстати, автобусы все практически новые и очень комфортабельные. Нас отвезли в нашу гостиницу, и сейчас можно по-быстрому посмотреть номера. Номера здесь без роскоши, но простые и чистые. Хотя такой номер на двоих я считаю просто-напросто роскошным. Большие кровати, шкаф, чайник, электричество для зарядки девайсов. Но что еще нужно для полного счастья? И, кстати, тут большой нормальный туалет, душ, горячая вода все время, а не только днем. Это, кстати, важно. Но самое главное тут это расположение. Эта гостиница стоит прямо на берегу реки, на территории национального парка. Место на самом деле удивительное. Здесь не нужно никуда идти, чтобы увидеть эту дикую природу. Достаточно просто выйти на балкон, ну или пойти в ресторан. Отсюда открывается прекрасный вид на реку, на закаты и на джунгли. Почти каждый день здесь можно увидеть носорогов, часто крокодилов и, если повезет, слонов. И, может быть, это самое ценное – жить вот так близко к природе. А сейчас, в сопровождении сотрудника отеля, мы выходим на прогулку по деревне. Вдоль реки здесь много отелей, и эта часть Саурахи выглядит ухоженной и спокойной. Зеленые территории, аккуратные дорожки, где-то бассейны. Где-то укромные места, маленькие беседки и садики. Здесь можно просто остановиться и почилить, посидеть в тени, послушать реку, а с берега понаблюдать за крокодилами. Кстати,
каком-то смысле именно за этим я сюда и приехал. Вообще не пахнет. Но стоит пройти чуть подальше, и начинается настоящая деревня, без декораций. Здесь выращивают бананы, держат буйволов и даже слонов. И животные здесь не достопримечательность. Это часть обычной жизни. Если мне немного повезет, я увижу их совсем близко. Does elephants Yes, that's elephant. belongs to someone? Yeah, exactly. That's called mahout. Mahout, mahout means control the elephant. So every elephant has owner. Yeah, Mahout. Yeah. And sometimes if you see in the jungle, the wild elephant, if there is no people, Yeah. that means the wild. Okay. Yeah, wild elephant, immediately if you see, don't go very close. Otherwise they attack you, kill sometimes. So very dangerous. Wild elephant, very dangerous, yeah. Вот место, где живут слоны. Здесь можно договориться о прогулке с этими удивительными животными. А вот и слон. Yeah. Слоны живут без больших ограждений, не как в зоопарке. Просто слоны в деревне, как обычные коровы или лошади. Здесь они живут рядом с людьми и в туристический сезон работают с гостями, возят туристов в джунгли и на сафари. Very normal, very simple. По дороге мы разговариваем с гидом о жизни в деревне. Здесь почти все строится вокруг реки и земли. Поля, сады, животные – все живет в своем ритме и зависит от сезона. Многие семьи занимаются сельским хозяйством, выращивают бананы, рис, овощи. Кто-то работает с туристами, кто-то в отелях или на сафари. Работа здесь меняется вместе с погодой и количеством людей. Жизнь в деревне довольно простая, без лишней суеты. Какая-то совсем дикая избушка. Дома здесь небольшие, часто построены своими руками. Во дворах банановые деревья, огороды, животные, маленькие дети. Все, что нужно для жизни, находится рядом. And that one, baby. Люди живут близко друг к другу и много времени проводят на улице. Жизнь строится вокруг сегодняшнего дня, погоды, сезона и того, что нужно сделать прямо сейчас. Сейчас время фестиваля Тихару, поэтому многие животные украшены красной и розовой краской. На лугу за деревней проходит напряженная игра в бейсбол. И там же вдали А если присмотреться еще внимательнее, то там, где начинается густая стена леса, можно заметить диких оленей. Во многих дворах здесь живут буйволы. Буйвол – это не просто домашнее животное. Это универсальный двигатель. И часто кормились в непальской семье. Жизнь здесь во многом зависит от этих гигантов. Буйволы –
Это главный источник молока и продуктов. В отличие от коров, которые в индуизме священны, и их нельзя использовать, буйволицы дают очень жирное молоко. Из него делают домашний сыр, топленое масло и непальский йогурт – дахи. Сораха окружена рисовыми и горчичными полями. Буйволы идеально подходят для вспашки земли. Они невероятно сильные и, в отличие от тракторов, легко проходят через вязкую грязь и воду в сезон муссонов. Навоз буйволов – это и удобрение для огородов, и в сухом виде топливо для печей в некоторых домах. Because when the elephant attack, so that's now aggressive. Погонщица говорит, что сейчас буйволы могут быть агрессивны, так как их недавно разозлил какой-то слон. В общем, у них тут своя атмосфера. If you attack that yeah, please. A quick stone. Yeah, please. By the way, you are going this side? Yes. Okay, we are going this side. Okay. Okay, namaste. Namaste, please. А вот и главный герой этих мест – тук-тук и слоны. Водитель тук-тука своими криками привлекает к себе много внимания, но слоны остаются невозмутимыми. Так выглядит первобытное величие. Слоны здесь – полноправные участники дорожного движения. В Сорахе слоны – это и помощники, и работники, и кормильцы. Кстати, слоны бывают как частными, так и государственными. Утром их ведут на работу. Например, на патрулирование парка. А днем на купание к реке Рапти. Вдоль многих дворов здесь висят пустые бутылки. Дело в том, что дикие животные, вроде оленей или кабанов, или даже носороги, забредают в огороды местных жителей, и эти бутылки их вроде бы как отпугивают. Они шуршат или стучат друг от друга, и эти неестественные звуки заставляют зверей держаться подальше. Но посмотрите на эти длинные тени. Скоро закат. Это значит, пора возвращаться в город на праздник. Мне повезло. Сейчас в Непале празднуют фестиваль Тихар. И с приходом вечера Сораха преображается. Темнота становится фоном для тысяч огней. На асфальте, на дорогах, у порогов домов расцветает ранголя. Узоры из сухой краски, лепестков бархатцев и цветного песка. Это не просто украшение. Каждая линия, каждый круг – это приглашение для богини благополучия Лакшми. В центр этих цветочных орнаментов ставят лампады или кладут денежные купюры. Это символ доверия и благодарности. Богатство – это дар богини Лакшми. Оставляя деньги на виду, люди показывают, что они готовы делиться и не привязаны к жадности. Считается, что если богиня увидит ярко освещенный, чистый и украшенный дом, она обязательно зайдет в него, принося удачу на весь следующий год. В Непале этот фестиваль называют Тихар, и он во многом созвучен знаменитому индийскому Дивали. Но у непальцев он приобрел совершенно уникальные черты. Тихар длится 5 дней, и каждый из них посвящен почитанию тех, кто дарит нам жизнь или защищает ее. Тихар
Это по-настоящему народный праздник. Улицы Саруахи заполнились большими шумными компаниями. В основном это молодежь. Парни и девушки, они слушают музыку и танцуют. Потреблять алкоголь здесь, кстати, не принято. А для меня, наконец-то, настало время Можно и потом вот так носить, и в общем по-разному. Ну, мне кажется, намного лучше. Намного лучше, чем было. в центре города начинается импровизированное выступление. Тут уже кто на что гораст. Музыка будет звучать до 2 ночи, но мне нужно вернуться в гостиницу, чтобы отдохнуть перед завтрашним сафари. Об этом в следующем видео.